Всех приветствую! Сегодня делаю очередную новогоднюю игрушку. Это у меня шар с символом 26-го года лошадкой. Для работы нам необходим шар. У меня 10 сантиметров, состоящий из двух половинок. Разъемная стандартная форма для декора. Я нашла вот такой симпатичный брелок. Он весь в стразах. Цепочку я уберу и буду его использовать при изготовлении игрушки. Понадобятся вот такие филиграни в виде цветочка. Правда, у меня бронзового цвета они. Но ничего, пойдут тоже. Так, филигрань у меня диаметром 6 сантиметров. Я их буду резать по 3 лепестка, то есть вот в этой части. И стразовая цепочка в золотом цвете. Так, тут у меня камень, по-моему, 3 миллиметра. Или 2,5, или 3. 3 кусочка бархата. Так, 2 круга из плотного картона. У меня прям тонкий и прям такой плотный картон. Можно использовать диск. Он даже тоньше картона. Диаметр практически такой же. Так, диаметр у меня 11 сантиметров получается круга большого. Диаметр маленького круга должен быть чуть меньше диаметра шара. Если диаметр шара у меня 10, этот где-то 9,5, то есть он должен хорошо входить в шар. Вот так. Теперь нам нужно его обтянуть. Обтягивать буду сейчас здесь ниткой. По краю делаю строчку. Пока ничего не стягиваю. Так, все, до узелка дошла. Теперь вставляю кордон. И затягиваю. Здесь с обратной стороны складки значения не имеют. Нам главное, чтобы здесь на лице все было ровненько. И делаю закрепку. Окружность готова. Опять нахожу низ, чтобы ворс туда смотрел. То есть, смотрите, сюда гладенько, обратно ёршик поднимается. Вот пальцем вниз ведете, значит, ткань ворса расположена правильно. Теперь мне нужно обтянуть картоновую окружность. Для этого я вырезаю полоску. Так, сейчас скажу, сколько у меня ширина. Где-то грубо 7 сантиметров. Причем вырезаю ее так, чтобы она тянулась вот так в длину. Бархат не во всех направлениях так хорошо тянется, поэтому это надо учитывать. Так, теперь мне нужно отмерить точное количество ткани. Я вот так хорошенько теперь натягиваю бархат. Этот кусочек лишний, я его отрезаю.
Теперь полоску складываю лицо к лицу и аккуратненько прошиваю по краю. Солнце у нас то заходит, то выходит. Не могу настроить свет. Все, и закрепляю. Теперь выворачиваю. И мне нужно натянуть эту полоску вот таким образом. Можно даже закрепить ее клеем в нескольких местах. Все, я здесь все хорошо подклеила. Мне главное, чтобы вот здесь не было складок. Здесь ничего страшного, это все закроется. Теперь мне нужно сделать подвес. Беру золотую ленту. Беру большой круг. Так, ищу, где у меня шов на бархате. Это у меня верх. Выравниваю правильно подвес. И приклеиваю его. Теперь беру маленький круг. Смотрю, чтобы у меня направление ворса было вниз четко. Выравниваю его по центру. И сейчас буду приклеивать. Приклеивать буду только вот эту часть. Края не трогаю вообще. Потом узнаете почему. Выравниваю и прижимаю. Держу, чтобы клей хорошо остыл. Так, все у меня приклеилось. Теперь продолжаем. Я у брелка убрала цепочку. И теперь размещаю его посередине. Так, позицию я выбрала. И теперь приклеиваю. И держу. Всю лошадку я приклеила.
Филигрань я делю пополам. Можно откусить. Ну, она очень мягкая и хорошо ломается. Теперь примеряю филигрань. Теперь примеряю филигрань. Располагаю, чтобы потом ее приклеить. Так, вот для чего нам нужно было оставить вот это вот место, чтобы мы сейчас смогли подклеить филигрань. Вот так вот. Чуть-чуть туда заходим. Так, теперь аккуратненько здесь отодвигаю и промазываю клеем. Четко вымеряю серединку и вставляю. Так, теперь с этого края внизу филигрань клею не выпуклой стороной, а впадинкой, для того, чтобы здесь потом отделать камнем. Так, промазываю. И выравниваю, приклеиваю. Теперь еще мне 2 филиграни надо расположить с каждой стороны. И также аккуратненько подклеиваю. Теперь беру клей B7000 и прохожу по филиграням. Прям около маленького круга. И также тонким слоем прохожу по краю пластиковой игрушки. Ищу верх, где мы срезали вот здесь вот кромочку, и прикладываю. Теперь я хочу вот здесь аккуратненько вот этот край обработать такой стразовой цепочкой. Прохожу клеем. И тихонечко камешками вверх приклеиваю.
Вот так получилось. Все красивенько, аккуратно. Сейчас буду клеить камешки. Камешки хочу добавить синие. И причем у меня таких камешков всего 4. Нет у меня 6 камешков. Буду добавлять только на боковые лепестки. Вот так. Тоже буду клеить на Е7000. Все камешки выравниваю. И оставляю на время, пока клей застынет. Так, а на все эти лепесточки я добавлю другие стразы. Где-то покрупнее, где-то помельче. Это еще не приклеила, просто примеряла. Сейчас буду приклеивать. Так. С лицевой части я закончила. Вот такая игрушечка получилась. Теперь будем заниматься задней частью. Для начала уберу подвес. Он мне не нужен в этой половинке. Так, ну верх мне надо соблюдать, чтобы правильно направить ворс. Проклеиваю сначала по 4 сторонам. Хорошо натягиваю. А теперь аккуратно потихонечку натягиваю все уголочки. Теперь буду декорировать заднюю поверхность. Так, это я все меточки поставила, я уже примерила. Так, проверяю ворс. И по меткам сейчас буду приклеивать. Клей буду наносить не вот по этой стороне, не ровно посередине, а стараясь с этой стороны, с внутренней, чтобы клей не вышел у нас на бархат. Теперь я хочу на соединение приклеить стразовую цепочку. Вот так.
Клеить буду тоже на клей B7000. Прохожу все по кругу. И приклеиваю. И здесь сзади, где шовчик, приклею небольшую стразинку. Вот так посередине. Все, игрушка полностью закончена. Вот такая красота получилась. Блестит, переливается. Не знаю, камера отображает или нет, но выглядит очень красиво. А на сегодня все. Всем удачи и пока.